Украшение дома к праздникам доставляет массу удовольствия. Не обязательно для этого покупать новые вещи и очень тратиться. Я сейчас буду делать новое из старого. Буду переделывать старье. Это все я купила на барахолке, недорого. И сделаю это так, чтобы эти вещи украшали дом не только зимой, но и во все времена года. Вот такая вот ваза, она керамическая. И, похоже, ручная работа, потому что здесь ручки, они немного разного размера. Еще у меня для переделки есть вот такой подсвечник. Я его ранее уже показывала в своем видео, когда я его купила на блошином рынке. И цена тут еще стоит 8 злотых, надо цену убрать. Это примерно 2 евро, он деревянный. Вот такая рамка у меня еще есть, то ли рамка, то ли подносик. Тут цена 99 центов, тоже с блошиного рынка. Ценник убрать. Я думала сначала из него, в принципе, я видела в нем как маленький подносик. Тут как выглядит как картина, но на нем алфавит. И сегодня я его переделаю, чуть позже посмотрим, что у меня из этого получится. Еще у меня есть вот такое зеркало. Это икеевское. Икеевское зеркало. Евро и 60 центов. Тоже купила на барахолке. Уже покупаю на барахолке. Раньше я покупала в магазине в Икее такие зеркала, но похоже их уже не выпускают. Я их уже там не вижу. Изначально оно было цвета полностью деревянное, не покрашенное в магазине. Ну и видно, кто-то уже начинал или делал декор, покрасил его светло-салатовой краской. Я его тоже переделаю. И первым делом я займусь этим деревянным подсвечником, поскольку он тут требует небольшой такой реставрации. А низ этого подсвечника я украшу объемным декором. Первым делом надо зачистить все от старой свечки и от обгоревшую древесину тоже надо убрать. Все, что есть на древесине обгоревшее, весь этот уголек, можно так сказать, то все надо убрать. Поскольку если вы потом заделаете эту дырку, это отверстие, наложите декор, а обгоревшая часть, она рыхлая, она может выскочить в любой момент. И все уйдет вместе с вашим декором, с вашей новой покраской. Поэтому все зачищаем и убираем тщательно. И тут от обгоревшего места получилась такая небольшая ямка. Ее надо замаскировать, заделать. Для этого мне понадобятся деревянные опилки и густой клей ПВА. У меня есть деревянные опилки. Я их собрала после того, когда выпиливала себе заготовки для декупажа. Возьму немного опилок и добавлю в них густого клея ПВА. Клей ПВА предварительно нанесу на вот это место, которое обгорело, и дам ему слегка высохнуть. И вот этой массой из опилок и клея ПВА я заполню обгоревший участок. Ну и пока это будет сохнуть, я займусь декором для нижней части подсвечника. Объемный декор я буду делать с помощью силиконового молда и мягкой глины.
И к этому времени уже эта масса высохла, и я ее зашлифую наждачной бумагой. Ну и сейчас я это место закрашу коричневой краской, разных оттенков коричневой краски в цвет дерева. И также этой краской покрашу этот объемный декоративный элемент. И этот элемент я покрасила в тон дерева, как будто бы он деревянный, очень красиво смотрится. И этого обгоревшего места, ну, практически и не видно, как будто бы его и не было. Ну а дальше я буду делать очень простой декор, используя, в принципе, только одну краску, белую акриловую краску. Он хоть и простой декор, но очень эффектный. И тут у меня будет вообще супер экономный вариант, потому что я буду использовать акриловую краску белого цвета, которая у меня осталась после ремонта. Она, да, немножко тут на дне подзагустела, но всегда можно, если краска густая, добавить немного воды, потому что краска на водной основе и легко можно разбавлять. Вот и остатки краски пойдут в дело, не пропадать же добру. Кувшин с помощью губки полностью покрою краской. Белый цвет, серые и мягкие цвета, они создают такую прохладную цветовую гамму, которая отражает зимние пейзажи. И кое-где, совсем чуть-чуть, влажной губкой сниму слегка верхний слой белой краски. И так же самое я покрашу зеркало в белый цвет. И вот этот вот алфавит внутри рамы я тоже закрашу белой краской. Еще у меня есть шишки, я их тоже немножко притрушу белой краской. И из этой рамочки я сделаю табличку, на которой будет надпись «Радость миру». Для букв, для написания букв я использую трафарет.
И для декора можно использовать любые веточки, сосновые, еловые, настоящие или искусственные. У меня настоящие веточки, я их немного притрушу снегом искусственным. И зеленые ветки такие добавят немного цвета в комнату. Я в городе снега не дождалась и поехала в горы. Это Судеты горы в Польше. Поднялась повыше и наконец-то там увидела снег. И вот, я не побоюсь этого слова, потрясающая получилась зимняя композиция. И надеюсь, что это видео вдохновило вас, чтобы сделать вашу комнату уютной и волшебной в это время года. А если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему лайк. Подпишитесь на канал Vintage Belle 107, чтобы увидеть больше вдохновляющих идей. Спасибо большое за просмотр, поздравляю всех с наступающим Новым годом и увидимся в следующем видео.